Весы, привет! Это ваш Таро-прогноз на июнь 2022 года. Что ждет всех весов в июне? Давайте посмотрим. Я достаю, как обычно, 6 карт. И этого достаточно для того, чтобы посмотреть, что будет с вами во всех сферах жизни: отношения, работа, здоровье, общение с другими людьми. Первая карта. Карта Дом. Ну, это просто замечательно, потому что вы, возможно, будете большей частью своего времени общаться с вашими родственниками, людьми, которые вместе с вами живут в вашем доме. Это могут быть ваши близкие друзья. Вы можете принимать своих друзей, партнеров у вас в доме. Вы можете решать что-то с вашим партнером относительно места проживания, обустройства дома и так далее. Но это только первая карта. Сейчас мы будем открывать все остальные карты и смотреть, что здесь еще может быть. Кости. Ну, относительно работы, даже не, я бы сказала, не работы, а относительно финансовых трат, будьте осторожны, потому что они могут быть неожиданные, во-первых, а во-вторых, стоит, наверное, избежать вот этого момента неожиданности, потому что вы не знаете, как это обернется. Может быть, вы потратите деньги на что-то, а потом вам еще вдруг неожиданно понадобятся деньги, а вы уже их потратили. Поэтому здесь карта кости, но мы сейчас еще посмотрим, что это может означать. Третий сектор, тут у нас мужчина. Карта плетки. Лилии. Ну что, весы, если вы не замужем, я хочу сказать, что у вас могут быть какие-то приятные отношения с мужчиной. Это может быть какая-то интимная переписка или просто общение с человеком, в том числе он может быть из другой страны. Но если вы все-таки замужем или у вас есть постоянный партнер, будьте осторожны, потому что это может как-то сказаться на ваших отношениях и даже на вашей работе. Я уж не знаю, как так, но может быть и такое. Будут какие-то мелкие ссоры у вас, то ли с начальством, то ли с вашим партнером, с какими-то вышестоящими людьми. Что-то такое неопределенное. Здесь вижу по карте плетки, которая вообще для 10-го сектора не очень подходящая. Она говорит о том, что вы будьте осторожны, не рубите сук, на котором сидите, потому что 10-й сектор — это какие-то основы. Если вы замужем, если у вас там есть начальство или отец, или кто-то, да, кто вам помогает, то своими какими-то подозрениями или острыми словечками вы можете, ну, портить отношения в июне с этим человеком, что может привести к какому-то даже уменьшению дохода, я бы так сказала, либо каким-то скользким ситуациям на работе. Вот еще вот эти две карты, кстати, да, если для вас это актуально, ваша невыдержанность, какая-то вот эта надежда на русский авось или на удачу может привести в итоге к тому, что вы либо лишитесь работы, либо лишитесь какой-то возможности относительно работы, либо места работы, либо там проекта, которого вы хотели вести. Ну, кто здесь может быть? Ну, опять же, конечно, может быть, это и не обязательно с вашей стороны будет. Это может быть и со стороны вот этого человека. Но почему он так решит, здесь трудно сказать. Мы еще возьмем сейчас карту из колоды Moonology, дополним. Так, продолжим. Значит, что я хотела сказать. Весы, которые у нас в поиске партнеров и так далее. Здесь у вас просто замечательная позиция, потому что у вас выходит карта лилии и мужчина. Это говорит о том, что вы, конечно, будете принимать ухаживание партнеров, вы будете ухаживать за женщинами, если вы мужчина, и у вас будет довольно широкий круг общения, светских мероприятий в том числе. Но вот присмотритесь к кому-то на этом приеме, да, потому что по карте лилии я не могу сказать, что это много людей. Да, это может быть какие-то приятные люди, но среди них есть, возможно, кто-то один особенный, потому что лилия — это верная любовь, это один человек, которому вы нравитесь действительно искренне, или который так нравится вам. Вот, поэтому здесь может быть. Ну и вот опять у нас выходит развилка.
который опять может говорить о том, что на работе, либо среди коллег, либо что-то у вас будет какая-то ситуация выбора. Возможно, вы уже знаете, что она есть. Может быть, вы выбираете работу, не знаете, что вам выбрать. Так вот, пока не выбираете ничего. В июнь не время для того, чтобы начинать какие-то глобально новые дела. Скорее всего, еще и потому, что у нас ретро-Меркурий. Может быть, вы еще не закончили что-то старое. И поэтому подождите делать свой выбор, хотя он будет у вас. И я не могу сказать, что он будет плохой, этот выбор. Что бы вы ни выбрали, в общем-то, жалеть об этом нельзя, потому что такое выбор? Это то, о чем что мы выбираем, и мы не могли поступить иначе в данный момент. Поэтому жалеть, конечно, ни о чем нельзя. Но я хочу сказать, что да, здесь вот как-то очень интересно, больше такой гороскоп будет интересен для тех, у кого что-то в жизни меняется, и здесь может быть такой то взлет, то падение. Вот такой вот месяц, я бы сказала, потому что то у вас как бы вы думаете, что вот сейчас, и опять что-то другое. Но другое не значит плохое. И, конечно же, да, среди вашего окружения будут какие-то интересные люди, которым стоит присмотреться. Может быть, вы попадете в какой-то новый интересный коллектив, где вы встретитесь с новыми друзьями, единомышленниками, в том числе там будет кто-то больше, чем просто друг. Также вы можете приглашать друзей к себе домой, либо ходить к ним и так далее. Ну, в общем, очень интересный месяц. Вы можете как-то продвигать себя в социальных сетях, в интернете. Для этого есть тоже интересные моменты. Но будьте осторожны, наверное, что вы говорите. Как-то, может быть, не стоит играть с властью там, да, или какие-то вот такие посты относительно власти, потому что здесь, вот я вам говорю, 10-й дом, карта плетка. Это может как-то сказаться на вашей работе, на ваших заработках и так далее. Давайте возьмем карту из колоды Moonology как совет для вас, весы на месяц июнь. И это полная луна в знаке Тельца. Ну, прекрасно, это говорит о том, что вы как-то будете все-таки сможете организовать так свой быт, потому что Телец, он любит всегда что-то основательное. И несмотря на какие-то мелкие там ссоры, перемены, какие-то такие неожиданные моменты, которые с вами могут произойти в июне, у вас может все равно основой жизни не поколебаться. Вы будете устраивать свою жизнь, в том числе дома, да, как я уже говорила, вас будут окружать какие-то верные друзья и коллеги, и даже ваш, например, если вы там не знали, выплатят ли вам зарплату или какое-то вы получите еще пособие денежное, то в итоге вы его можете получить, потому что знак Телец — это все-таки деньги. Есть еще такая вероятность, что вы можете набрать в весе. Телец любит вкусно покушать, вот полениться, поэтому с одной стороны, да, месяц какой-то такой активный, а с другой стороны, по Тельцу вы можете и предаваться какому-то комфорту и лени весь месяц. Но, с другой стороны, если такая карта выходит, значит, нам нужно, да, значит, нам нужно прожить это время именно так, поэтому, в принципе, не стоит ничего бояться. Телец, он даже рекомендует, может быть, в какой-то степени не торопиться с принятием решений, потому что в итоге все будет хорошо. Единственное, что Телец, конечно же, любит все планировать заранее, но здесь я думаю, что как бы вы ни планировали, все равно будут какие-то расхождения с вашими планами. И вот уже к концу месяца там уже точно будет ясно, что вы, как будут складываться события. Вот такой вот немножко сумасшедший месяц, как мне кажется, но это так и будет. Напишите в комментариях, как у вас этот месяц прошел, пройдет в июне, да, мне очень интересно. Ну и будьте осторожны с вашими высказываниями, с тем, как вы общаетесь, как вы преподносите себя, с денежными тратами обязательно, потому что вам будет хотеться потратить деньги на какие-то светские мероприятия. Может быть, вас друзья будут куда-то звать или что-то такое. И вот здесь вот могут быть какие-то неожиданные траты. Но опять же, я не вижу упадка серьезного там какого-то или что-то. Может быть, у вас сменится ваш распорядок дня или что-то в этом духе, но в целом все в порядке. Какие-то только мелкие ссоры. Вот единственная карта плетки, могут быть какие-то разногласия с вашим партнером, либо с вышестоящими людьми, как я уже говорила.
Вот такой вот расклад для вас, весы. И до встречи на моих новых видео. Всем пока!